Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. И если вы смотрели мое прошлое видео, то вы должны были понимать, куда мы идем. Мое предположение похода цены выше, причем обратите внимание, в старом своем видео, где вот здесь, да, я обзор, так вот это видео, и перед ним был прогноз, вот развод. То есть выход из алмаза вниз сюда, это развод, как бычья ловушка. И возврат назад произошел. Ребят, я не вижу будущее. Мне помогает в работе, даже не мне, а, как сказать, нам помогает в работе искусственный интеллект. Он подсказывает, в каком направлении можем двинуться, да, ну плюс еще немножко нужно проявлять своей разумности, смотреть, как работает рынок, понимать, новости смотреть, слушать, что говорят старшие и делать свои выводы. Обратите внимание, у нас зона повышенной активности, вот эта зона, да, повышенной активности. И обратите внимание, то, что я в видео сказал, что у нас, скорее всего, вот индекс незавершенных продаж на рынке и ФРС, да, у нас здесь заместитель председателя ФРС, там, и то, что перед ними, скорее всего, на ожиданиях опять будет рост. Обратите внимание, у нас перед ними китайцы запушили рынок, хорошо опять подкинули наверх, уже 28 тысяч опять. Кстати, 28 тысяч это моя зона, в которой я говорю про то, что 27 800, 27, 28 тысяч это мой разворотный момент. То есть я из быков, из медведей переобуваюсь в быка, и наоборот, если мы проваливаемся ниже, я переобуваюсь обратно в медведя. Сколько мы здесь еще, сколько она здесь будет еще нас разводить, еще неизвестно, но посмотрим. Так, что у нас здесь есть еще, помимо... У нас здесь был хороший сброс и отрисовка нового сегмента, такого как, видите, да, двойное, вот это V-образный такой разворот, уровень шеи, который был вот здесь опять пробит, вот он. Если сейчас это дело хорошо закрепляется, здесь делает откат в эту зону обратно, да, и или от вот этой вот психологической, ну, вот уровень психологической отметки, или от этой трендовой, или от вот этой зоны у нас все-таки сделает еще раз откат к этому уровню, сделает здесь накопление и будет выкидываться наверх, выходить наверх, то у нас высота, первая высота и вторая высота. Это примерные выходы, да, у нас. Так, как тебя? Сейчас, секундочку. Вот так. Это у нас, смотря куда нас откатят, да, ну возьмем, давайте проще возьмем по уровню 61,8 по Фибоначчи, да, это у нас по-хорошему вот от нижней грани до верхней по Фибе. Ну, смотря сейчас, где цена остановится, то есть этот рост, он как бы только начался, и нам сейчас нужно понять, где цена остановится. Ну, возьмем по Фибе, по 61 Фибе, то у нас приходит цена в район 28 700, 28 800. 28 800. Следующий поход цены. Это мое предположение, причем это должно быть в ближайших, то есть на вот этой вот сессии. Причем на американской этой сессии должно будет произойти 28 888 ставим до отсюда и 28 800 вот сюда. То есть я предполагаю, что цена придет в эту область. Плюс от психологического уровня и первая высота, это первый тейк, да, и второй тейк это у нас район 29 300, 29 200, то есть это второй тейк, который можно будет закрыть здесь на ближайшее время. Это убираем, опять цену у нас запушили, да, закинули. Ребят, еще раз возвращаемся к тому моменту, сколько у нас
Крах банков, да, Ripple вообще красавчик, еще сверху накинули, да, уже $55. Следующая моя цель 60-61 доллар пока ближайшая. XLM тоже закинули, уже 1 цент стоит. Покупали все на низах, то есть пошло, все пошло наверх. ICP-шка опять подкинули до $5. Клевер, где наш любимый клевер, уже плюс 7%, то есть уже 65 стоит, да, здесь. Coin 98 плюс десятку 23, можно подзакрыть часть прибыли. В общем, пока пошло все, сделали откат, показали всем, что мы выходим из этого накопления вниз. Многие обрадовались, все, летим вниз, набирают позиции в шорт, и их сейчас наказали. И я это предполагал, что это произойдет. Но опять же, как предполагал, у меня были и цели ниже, и цели выше. Но предположение, что мы пойдем наверх, я его... Опять же, вот доказательство это по видео, да, то, что это у нас развод, алмаз, биткоин, да, и вот вышли вниз, что это развод, и будет медвежья ловушка, вот она вам, пожалуйста, и дальше вышли наверх. Сейчас здесь засадили хорошую часть медведей, здесь сидят у нас мишки, которые обрадовались, которые здесь доливали, потому что здесь даже объем подпрыгнул у нас, когда вниз ходили. И закрыли их пока в минус. Дальше здесь будет расторговка. Посмотрим, как это все дело. Кто-то успеет переобуться, постарается. После чего я ожидаю поход, уже движение именно вот этой структуры все-таки наверх. Верхние цели у нас как были, так и остаются. То есть ближайшая верхняя цель это 61,8 из прошлой проторговки. Это у нас вот этот район 30 107, 33 и 30 323. Вот эти вот эта область, вот эта вся область. Ну и здесь отмечены цели были старые 30 170, 30 323 и 30 700. 30 600, 30 700. И, ну и дальше до числа π еще есть у нас 3π. В общем, ребят, опять все прошло как нельзя лучше. Здесь можно сейчас попробовать взять шорт. Хотя... Ну да, пришли к нулю, к старому, да. То есть к старой вершине пришли к нулю. Дракон у нас закрылся здесь. Но хвост драконий, он, в смысле, когда приходит к голове или пробивается выше, потом делает откат и еще наверх поднимает. Здесь сейчас могут опустить цену прям в самый низ, вот сюда. Сделать опять проторговку. И помните, я вам говорил про треугольник. Это стрелка Илона Маска. Если он ее сейчас здесь будет рисовать, то есть это должен быть на этой и на следующей свечке на 15 минут прям возврат обратно, возможно, даже с проколом ниже. Потом здесь вот такое накопление. Вот в эту область. И обратный поход наверх. То есть вот вам вот эта стрелка получится. То есть это пока просто предположение. Я не знаю, будет так или нет. Это мое... То, что я постоянно замечал по рынку, да, и какие моменты я проторговывал. Здесь у нас хорошо вышли наверх, да, наверх, накопление вот это. И на высоту этого паттерна, его прям видно. У нас от импульса, заход. От импульса заход. Видите, да, куда пришли, прям вот она. Ну, уровень. Прям четко сюда цена пришла, примерно в эту область. Будет ли вот этот полный откат? Посмотрим. Могут его и не дать. То есть сейчас деньги переливают, как я и говорил, да, то есть банки сыпятся, крашатся, в квартиры вкладывать это не совсем вообще логично, потому что все, что построено людьми, это криптоактивы и золото, например, да, это долгая игра в долгую, она принесет
Учитесь ждать, время лечит любые раны. Даже те, кто очень сильно потерял, но успели, с нами откупарили, сами мозг свой на место поставили и откупают активы. Ждите 23-й, 24-й год, вам закроют ваши минусы, если будете немножко подождать. И не будете распыляться на всякий шлак, а держите старые активы, подтвержденные работой, такие как биткоин, биткоин кэш, XMR, кто там, НАСА, там, Zcash, по-моему, да, там, ZIL, Ethereum Classic, эфир тот же, эфир, но с эфиром, кстати, к эфиру есть вопросы, они могут очень сильно скомнуть. И, кстати, весь ликвид из эфира может перетечь в Ethereum Classic. Если это произойдет, эфиру, классику просто это будут огромные иксы. Я не говорю про просто иксы, это будут какие-то прям безудержные, что-то очень сильно может произойти. Но это пока для меня это просто как бы фантастика, да. Ну, посмотрим. Эфир классик – это тот самый эфириум, который оригинальный. Дальше по клеверу, ребят. Клевер. Нормально он прыгал. Так, по клеверу сейчас. По клеверу, по нашему любимому КЛВ. По моему любимому КЛВ. Так, я его еще раз, на каждой просадке я его откупаю по $30. Да, это уже была 9-я покупка. Это было на 3x9 27, на $270 я его купил. Это такой челлендж. Покупаем и держим его до июля-августа этого года. Дальше, в июле, в августе, если все пойдет по плану и его цена будет закинута хорошо наверх, я проведу такой конкурс. То есть 80% полученной прибыли будет распределена между нашими участниками нашей закрытой группы Payatlant. Но не те, которые, конечно, в июле и в августе придут, да, которые будут подписаны, начиная, как говорится, да, там месяц, 2 месяца назад, там, и сегодняшний день. И тех, кто с нами будут до этой даты, да, подписка, что обязательно, чтобы они были подписаны на биржу BinX к нам. Я торгую на бирже BinX, потому что у этой биржи лучшая цена, лучшая, как сказать, честная цена, как работает биржа, показывает, как ходит цена биткоина. Они берут информацию с больших источников и показывают четкую цену. Нету проскальзываний цены, сквизов, не выбивают позиции. То есть, если я взял отсюда позицию в лонг, да, вот мне Атлант показал, что нужно лонговать, я отсюда на ближайшем откате к этой позиции там добирал лонги, здесь лонг брал, и у меня не выбивали эти лонги, не сносили стопы, то есть даже с 50-м, 100-м плечом есть позиции, у меня их не снесли, то есть они сейчас в хороший плюс ушли, я перевел в безубыток. В общем, торгую на бирже BinX. Изолированная маржинальная торговля, ребят, услышьте, кто торгует на кросс-маржиналкой, конечно, это тоже можно так торговать, но если вы как трейдер хотите научиться понимать рынок, да, научиться работать с паттернами, с по уровню Фибоначчи, именно зарабатывать, научитесь торговать, не торгуйте большими суммами, торгуйте мелкими суммами, с небольшим плечом, 20-е, максимум 50-е для биткоина, это нормально, там, ну, 20-е плечо, 20-е, 30-е, максимум 50-е. Уже когда на опыте будете, там 100, 150 можно, там, ну, нужно понимать, где мы находимся, как, например, вот здесь, да, что первый низ по фибе посмотрели где-то примерно, второй, отсюда взяли позицию на 150 плече, поехали наверх, у вас здесь закрылось на 2000%, например, да, где-то здесь. Еще раз, изолированная маржинальная торговля и стандартные фьючерсы. То есть эти два пункта, когда вы на изолированной марже, чтобы отдельная, каждая новая позиция была, для того, чтобы каждая новая позиция была отдельно от предыдущей. Чтобы если вас выбило по одной позиции, чтобы вы понимали, что вы сделали не так, чтобы вы могли проанализировать. Вот для этого это делается. Дракоша, да, у нас хорошо отработал вот этот момент.
Первый ход, ретест и поехали. Причем, опять же, FIBA здесь прошла нормальная. Но эту FIBA нельзя было узнать, только вот она по этой определить. Ну, это пик прошлый. Так. Делирована маржинальной торговлей на стандартных фьючерсах. Здесь тоже цель у нас была, к ней пришли. Что еще хотел сказать? В общем, по клеверу, по бирже BinX понятно, по клеверу будем распределять. То есть на тот момент, когда я здесь делал этот пост, было плюс $63, сейчас клевер, конечно, прыгнул он еще выше, уже $118. То есть даже сколько у нас там участников, там сколько есть, да, это 80%, это уже, грубо говоря, $80, то есть уже каждому участнику выходит по 2 или 3 доллара. Но еще не август, еще сколько мы докупим, то есть я каждые 8 дней покупаю на $30, либо на хорошей просадке. Ну, иногда будет, конечно, момент, я не буду, конечно, на там пик, да, когда сейчас цена наверх сильно залетела, я не буду здесь откупать. Она может и выше подняться, но мне нужно дождаться, когда будет коррекционное движение, и на коррекционном движении буду докупать и ехать дальше. Биткоин у нас, как всегда, сделал вот такой ход, когда как будто бы никто не ожидал. Так, как подойти? Так, до цели как подойти? Вниз. Ребят, не уверен, что мы сейчас цели наверх нас хорошо несут. На CZ, обратите внимание, тоже 4, он уже не первый раз вам всем говорит, да, TUSD является компанией производства стейблкоин, контролируемой Джастином Sun. Да не является, это у них отдельная структура. Sun здесь совершенно ни в чем не виноват. Кстати, по Wyckoff Accumulation Pattern, да, тоже у нас такая структура выходит. То есть у нас ближайший уровень это вот 48. Уже говорил об этом уже давно, что если выходим за 28, мои цели это 45, 41, потом 45, 48 и выше. Опять же, смотрите, дядя Шварц нам насчет пиццы, помните, подсказка? Вообще изначально биткоин, пицца, это как за биткоины была куплена самая дорогая пицца в мире, да, помните этот момент? Давным-давно еще, 2000, по-моему, какой-то 10-й год или 11-й, не помню какой год. И здесь он показывает, что у нас был вот этот шорт, выход из этой позиции, вот здесь происходило вот это по кусочкам, говорит, растягивают этот шорт, ребята, говорит, не тормозите, забирайте, тоже подсказка была. И вот мы видим эти кусочки, растянули, выход, вот он кусочек от пиццы и выход наверх. Это шутка насчет кусочка от пиццы. Но с плоским верхом, треугольник, на высоту ручки вышли. Отлично. Даже и паттерн еще отработал. И здесь у нас тоже треугольник, середина, зона повышенной, зона психологическое сопротивления лонг-шорт, да, и тут наверх, когда поднимались, и Атлант еще подсказал, что будет лонг, и поехали наверх, тут и видео отснял, скидывал, и подсказка была, все отработало, все отлично, ждем. В общем, ждем сейчас еще новостной фон, как проведут. Китай заканчивается потихонечку, да, идем к Америке. Как откроется Америка, посмотрим, и на Америке плюс еще посмотрим, что нам сделает Уолл-стрит. То есть нужно обязательно будет посмотреть на это все дело. Посмотрим обязательно. Ну, в принципе, все. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. В телеграм-канале смотрите закрепленные сообщения, там все ссылочки на все биржи, которые вам могут понадобиться. То есть торгуя на бирже BinX, покупать через P2P обменники самое выгодно только на Binance. Ну, хобби еще более-менее. Пока выгодно только на Binance. BinX тоже доделает свою P2P платформу, или уже доделали, я не смотрел. Нужно посмотреть. У них тоже должно быть выгодно, как на Binance. Потом